Доброго времени суток, это канал Покинутый мир, и сегодня мы находимся в институте биологии, так я его решил назвать. К сожалению, более подробную информацию я не могу дать, потому что здесь сразу будут толпы людей, а это никому не нужно, я думаю, на самом деле. Очень хорошо сохранилось это место. Практически все лежит на своих местах, даже вот эта вот вся земля, в которой они сажали эти семечки, выводили новые культуры, сорта и прочее. Все эти печи для сушки, скорее всего для сушки, не для обжига, зачем они здесь нужны иначе. Все колбочки, все осталось на своих местах. Планирую пройтись по этому зданию, показать самые интересные места, где действительно практически все осталось. Место охраняется. Не могу здесь шуметь, но говорить придется. Да, колбочки, пробирки Петри эти, или как они назывались. Какие-то стеклянные поддончики непонятные. А здесь, кстати, ртуть. Гидраргиум. Тяжелые шарики ртути. С ума сойти. Это была агрохимическая лаборатория. Уже громко говорю. И вот я выхожу на первый этаж, в коридор. Здесь достаточно чисто. Лестница на второй и, соответственно, третий этаж. А это, похоже, какой-то архив. Огромное количество информации. К сожалению, важность книг и их цена с каждым годом снижается, потому что гораздо проще, конечно, информацию хранить в цифровом виде, в цифровом формате. Скоро такие ящики, мы, думаю, больше нигде не увидим уже. Буквально через 10 лет. И подобные полки. Хотя это сейчас достаточно сложно представить. Такая тишина. Куча кабинетов. Опять же какие-то печи для сушки. Я не знаю для чего они, честно. Какой жуткий звук. Здесь противогаз каким-то образом оказался. Не знаю зачем. А, это мой фонарь. Так уж вышло, что на первом этаже практически ничего нет больше. Что я хотел бы показать. Здесь у нас куча стульев. Собирались люди. Наверное, либо эти стулья вынесены оттуда. О, открыто. Кстати. Какой зал. Иногда кажется вообще, что раньше было гораздо больше всяких мероприятий. Или, по крайней мере, людей агитировали туда ходить, а сейчас ты сам ищешь, что делать, сам ищешь выход из проблем сложившихся.
Там у нас находится зал, где я только что был практически. Книги, опять же, просто книги, ничего такого. Много литературы посвящена выращиванию корма для животных. Место, где профессора отдыхали. Ничего здесь не может быть такого, что может удивить. Нужно идти туда, где они именно что-то химичили, что-то думали. А ничего себе. С ума сойти, это что вообще такое? Тут же написано должно быть. Нет, никто никому ничего не должен. Ладно. Опять же тут всяческие микроскопы. Лампочки, я так понимаю, опять же для выращивания всего этого. Куча всего. Вот микроскоп поинтереснее, кстати. Не такой, как этот, похожий на бинокль. Ладненько. Я думаю, сделаю так. Обойду сейчас все здание. И на самых интересных моментах, думаю, остановиться. Да, пойдем вперед. Там уже больше всего стоит. До 3-го этажа меньше людей добралось, наверное. И действительно все полки заполнены всякой всячиной. Вот это что вообще такое? Почему нельзя все свои аппараты подписывать? Чтоб я потом ходил и рассказывал. Реле температуры. То есть оно включает и выключает при определенных обстоятельствах. А это что? Калориметр. Что? Как этим пользоваться? Просто. По-немецки написано причем. Ну да, калориметр. Что-то какой-то цвет измерять, не знаю. Дело в том, что место охраняется, и сейчас на улице день. И меня очень хорошо видно, конечно. Ладно. Тут продолжается удивление, потому что спиртометр это или что? Похоже на спиртометр. На самом деле, пока по таким местам ползаешь, много всего нового узнаешь. Сушильный шкаф. Вон он какой. Ну да, туда вставляешь эти пробирки с чем-то и высушиваешь. Чего-то здесь уже не хватает. А было что-то дорогое, судя по всему. Колбы. Что-то похожее на осциллографы для записывания параметров
Какие-то банки алюминиевые, пустые. Целый ящик с ними. Весы. Да, это весы. Громоздкие. При этом электронные. Еще одни. Какие-то пробирки, колбы. Что в черном ящике? Ты кто такой? Какие-то микроделения там есть. Какой-то очень точный прибор. Профессиональный. В неплохом состоянии. Возможно, он достаточно редкий. Опять же, литература с огромным количеством всяких ростков. Фотографии. Работа на комбайне. Вспаханные поля. Все происходит. Пшеница растет. Это, так понимаю, сфотографировали плохую почву, которая потом станет вот такой замечательной, а потом там вырастет вот такая вот пшеница. Не хватает только фотографии хлебушка. Меня даже больше удивляет мышка вот эта с 3 кнопками, чем... Нет, это мне тоже интересно, я не понимаю, что это, потому что... Вот просто ранее невиданные предметы, абсолютно. Невиданные, я думаю, для большинства людей. Поэтому профессионалов в этом деле попрошу комментировать. Здесь опять же множество делений. Кнопка для включения. Чувствую себя неандертальцем. Но что поделаешь, в таком вот месте нахожусь. Ух ты. Опять этот огромный холодильник. И химическая посуда. Чистенькая еще. Всякие трубочки, колбы. Пробки для них. Очень причудливые формы. Мечта химика, опять же. Самая настоящая. Сколько всего тут. Да. Удивительно. Профессора. Имитатор И-02. Опять же, сложная вещица с непонятным назначением. 82 год, серийный номер 1074. Вот так. Здесь костюм химзащиты. Перчатки. Работали с химией здесь, понятное дело. И здесь все лежит.
И здесь полный комплект. А нет. Здесь вот что-то не хватает. Спиртовые градусники. Или... Ну, скорее всего, градусники. Макулатура. Теперь уже. Ну, он так связано просто. Ненадлежащим образом. Машинка швейная, да. И здесь я ее нашел. Вот что она здесь делает? Что здесь можно шить просто в исследовательском центре? Носки, что ли? Зачем она тут? Что она здесь делает? Рабочая, кстати, готовая к работе. Что ж, рано или поздно все подходит к концу. Мир постоянно меняется, на смену старым вещам приходят новые. То же происходит и с домами, госучреждениями и людьми. Откроются новые лаборатории, будут засеяны новые поля. А вы смотрели канал «Покинутый мир». До скорой встречи. Пока.